У нас прошла ночь, мы промыли свои футболки и готовы показать вам результаты. Вот эти футболки мы красили жидкими красителями, они получились такие яркие. Вот это более яркое, вот это менее, там где все хаотично, тут возникли какие-то смешения цветов, какие-то интересные коричневые оттенки. Вот эти мы красили ледяной техникой. Вот здесь спираль плюс ромбы. Видите, прям лучи спирали, они потом переходят в ромбы. Ну, тут четких ромбов не получилось, они не ожидались, но такой интересный узор. А сейчас поподробнее. Начнем с этой футболки. Ее мы красили первую, мы красили радужную спираль секторами. То есть вот все эти сектора, которые мы делали как кусочки пиццы, теперь они развернулись в такие спирали. Вот этот зигзаг получился за счет того, что мы на плоской поверхности и чашеобразной поверхности немного сместили расположение цветов. За счет этого получился вот такой зигзаг. Этим можно пользоваться и осознанно, и немного их перемещать, и будут получаться интересные эффекты. Эту спираль мы красили жидкими красителями в хаотичном порядке. Располагали пятна какие-то где-то разных цветов. Я старался как-то чередовать яркие и темные. И вот что получается из этого чередования. То есть в центре мы совместили оранжевый и синий. И фиолетовый еще тут немного. И получился очень четкий такой закрученный центр, как и на этой спирали тоже. И все пятна, которые мы делали, они при развороте оказались такими пятнами, которые чередуются. Вот это с одной стороны мы красили, это с другой стороны красили. То есть вот эти чередующиеся цвета — это плоская сторона и чашеобразная сторона. То есть мы с разных сторон по-разному красили, и при этом получаются вот такие чередования. Тут из-за того, что все смешивалось, мы ни о чем не старались делать аккуратно, то есть мы смешивали просто цвета, как нам захочется, и получились тоже новые какие-то оттенки, вот темные. И, на мой взгляд, это добавляет какой-то глубины и интереса в футболке. А теперь мы сравниваем футболки, которые мы сделали с применением льда. Эту футболку мы красили, располагая красители в хаотичном порядке. Мы использовали только чистые цвета, которые у нас были в банках. И вот что у нас получилось. Центр, как я оцениваю, мне очень нравятся такие центры, которые закручиваются прям вот очень сильно, не расплываются. То есть здесь есть и яркий, и темный цвет. Это создает контрастность. Тут даже получилось как будто немного объемно. Остальные цвета, они тоже так перемешались и получились очень много всяких разных оттенков. Вот зеленый, мы не использовали зеленый, просто клали синий с желтым рядом, и тут вот такие вот какие-то эффекты получились. Очень здорово. Вот такого красного у меня тоже не было. Это, видимо, тоже что-то смешалось. Коричневые цвета. Очень здорово. Вот в этом ледяная техника и заключается. То, что какие-то формы такие, как-то я называю это артефактами. Получается, такие артефакты, такие формы у пятен, которые невозможно получить, если красить жидкими красителями. И как раз вот то, для чего мы мочили перед складыванием эту футболку, это вот эти вот лучи. Видите, они получаются такие прямые, тут даже получаются какие-то стрелы, потому что она хуже впитывает уже эту ледяную воду, скажем так, и эта ледяная вода течет по чашеобразной форме спиралей внизу, и получаются вот такие подтеки.
Мне очень нравятся эти эффекты, поэтому я мочу футболку для ледяной техники. Эту футболку мы красили в ледяной технике всего двумя цветами. Один был сюрпризный цвет, который мы не знали, что это за цвет. И вот что он нам дал. Он нам дал фиолетовые, какие-то серые оттенки, которые тоже распались на полутона. И получились очень богатые цвета и детали у футболки. Мы делали ромбы. Вот, где-то они похожи на ромбы, вот как вот в этом месте. Такой зигзаг получился. Вот здесь была нитка, например, вот эти как раз перетяжки вышли. Здесь вот белых почти не осталось, но узор проявился, скажем так. И мы добавили оранжевый, который в смешении с этим нашим неизвестным цветом дал вот такие коричневые оттенки и полутона, где-то даже розовый. Очень интересная футболка получилась. И теперь я хочу сравнить две техники: ледяное окрашивание и окрашивание жидкими красителями. Итак, вот эти две футболки были покрашены хаотично. Здесь был применен лед, здесь были жидкие красители. И вот посмотрите, какая разница. И здесь мы использовали чистые цвета, то есть не смешанные красители, не смешанные порошки. Здесь мы смешивали что-то прям в шприце, здесь смешивалось все прям в процессе окрашивания льдом. И какая разница в цветах получилась? Тут получились более такие острые и четкие переходы, здесь более размытые пятна. На мой взгляд, и то, и другое заслуживает внимания, заслуживает существования. Все очень интересно. Тут более ярче, тут более какие-то темные и глубокие цвета. Я приверженец, конечно, больше ледяного крашения. Это мой любимый способ. Способ окрашивания с помощью льда нравится мне больше всего. Это прям мое. На этом курсе мы изучили способ сложения суперспирали в технике тай-дай, сложили несколько футболок и научились окрашиванию в двух техниках – ледяной и жидкими красителями. Возможности техники тай-дай по-настоящему безграничны, и это только маленькая часть в огромном мире тай-дая. С этого курса начнется ваше увлекательное путешествие в мир тай-дая, а я в свою очередь буду создавать для вас новые курсы. На мой взгляд, самое главное в творчестве – это практика. Экспериментируйте побольше, пробуйте, делайте, посвящайте как можно больше времени этому делу, и у вас все обязательно получится.